Привет из Турции! Я приехала в пятизвездочный отель Commodore Elite. Он считается одним из лучших в Сиде и работает по концепции 18+. Покажу вам, чем он так хорош и как выглядит отдых в Турции на все включено без детей. Пятизвездочный отель Commodore Elite Suites and Spa находится в Сиде, район Эвринсеки. Это популярный курорт в часе езды от аэропорта Анталии. Он славится бесконечными песчаными пляжами и умиротворенной атмосферой. По версии TripAdvisor, Commodore Elite входит в десятку лучших отелей в Сиде. Концепция 18+, подразумевает, что резорт не принимает гостей с детьми, а это значит, что на его территории всегда спокойно. Отель Commodore любят состоятельные европейцы. Здесь достаточно много людей в возрасте, которые предпочитают спокойный, респектабельный отдых. Но развлечения тут, конечно, тоже есть. Статус отеля легко определить с первого взгляда. В нем идеально чисто, красиво и уютно. Он современный и во всех отношениях приятный. Персонал тут приветливый и ненавязчивый. Сотрудники будто точно знают, кого лучше не трогать, а с кем можно пошутить. Я покажу вам номер, питание, пляж и развлечения, чтобы вы решили, подойдет ли вам такое все включено в Турции. А сейчас я покажу вам, как выглядит мой номер в отеле Commodore Elite. Я выбрала номер с джакузи и видом на окрестности. Прямо на входе просторный шкаф. Здесь у нас полочки, 2 пушистых халатика, бесплатный сейф, тумбочки. Второе отделение тоже очень просторное. И вот здесь очень много вешалок. Это хорошо, это я обожаю. Посмотрите, как позаботились о гостях. Вот здесь органайзер со всякими мелочами, тапочки, губка для обуви. Очень приятно. Этот номер немножко напоминает квартиру-студию. Вот здесь такое пространство на входе. Здесь прихожая. Дальше проходим вот сюда. Здесь полочки, чайник, кружки, чай, кофе. Здесь мини-бар. Его пополняют каждый день бесплатно. В мини-баре у нас пиво, спрайт, сок. Там еще газировка, кола, фанта и вода. Здесь же раковина, душевая и туалет. Здесь все такое новое, современное, чистое, белоснежное. Прям чувствуешь себя... Теперь идем в основную комнату. Посмотрите, какая она просторная. Здесь еще повсюду зеркала, они еще дополнительно все увеличивают пространство. Как она спокойно, красиво оформлена в таких теплых тонах. Мне очень нравится. И посмотрите, какая огромная кровать. Здесь вот подушечки. Кстати, здесь есть меню подушек. Здесь можно выбрать еще 4 разных вида. Ортопедическая, антибактериальная, гусиное перо и тонкая подушка. Вообще, на любой вкус. Классно. Можно просто позвонить на ресепшн и вам принесут. Оцените уровень заботы, это бесплатно. Также тут бесплатно вообще все. И Wi-Fi, и мини-бар, и сейф. Замена полотенец и вообще вся концепция ультра, все включено. За дополнительную плату только какие-то редкие алкогольные напитки, а так здесь все бесплатно, не нужно ни о чем думать, а вас прям реально заботится. И это чувствуешь прям с первых минут, как попадаешь в отель. Напротив кровати телевизор, и вот здесь еще один уголок с пуфиком и зеркалом. Очень удобно краситься. Возле окна у нас вот такая зона отдыха. Здесь 2 кресла, столик. И посмотрите, как встретили с вином, фруктами. Это безумно приятно. Сразу в такую атмосферу попадаешь, расслабленности, отдыха. Класс! Ну а теперь давайте посмотрим главную фишку этого номера. Здесь целая комната, посмотрите, джакузи, прекрасный вид из окна. Здесь зона отдыха, можно сначала искупаться в джакузи, а потом лежать и наслаждаться вот этой красотой. И тут, знаете, еще такой запах, как в сауне, так приятно, освежающий вот этот особенный запах спа. Еще смотрите, какая интересная вещь. Это пульт. Он открывает крышу. Оп. И у нас свежий воздух. Можно принимать солнечные ванны.
закрыли, чтобы не жарко. В отеле Commodore есть номера и других категорий, от стандарта до люкса. Я часто бываю в отелях и всегда запоминаю детали. Здесь я сразу отметила внимание к мелочам. Удобный матрас, меню подушек, приятный аромат от полотенец и халатов. Из этого и складывается впечатление от номера. Еще хочу отметить работу горничных. Они, как волшебные феи, всегда приходили незаметно и оставляли за собой идеальную чистоту. А теперь идем на обед, посмотрим, что дают. В отеле Commodore Elite организован открытый шведский стол. Все гости заходят в масках и берут перчатки. Большую часть блюд туристы накладывают самостоятельно. На шведском столе всегда разнообразие. Удобно, что в сложных блюдах прописано не только название, но и состав. Заботятся тут и о тех, кто следит за фигурой. Почти у всех блюд обозначена калорийность, плюс есть зона диетической еды. Обратите внимание на закуски. Королевские креветки, салаты из морепродуктов, красная рыба. Сыры на шведском столе как местные, так и европейские. Среди них есть бри, камамбер, пармезан и другие дорогие сорта. На обеде всегда большой выбор свежих овощей, турецких холодных закусок и салатов. Отель явно идет в ногу со временем. И тут готовят популярные блюда вроде салатов из авокадо и закусок с мидиями. Заправок и соусов к овощам тут не меньше, чем самих овощей. Легко собрать то, что понравится именно вам. Из горячего на шведском столе в отеле Commodore Elite всегда легко найти что-то вкусное и необычное. Повара старались не повторяться. Если сегодня они запекают курицу, то завтра сделают утку с фруктами, а на следующий день пожарят перепелок. То же самое с мясом и рыбой. Рыбы, кстати, всегда много. На гриле жарят то стейки лосося, то тунца, то морского леща. Всегда есть гратены, запеканки и необычно приготовленные овощи. Супы тоже не повторялись изо дня в день. Всегда что-то новенькое. А к ним десятки видов хлеба, сухарики, сыр, сушеные пряности. И, конечно, пицца из печи, лепешки с начинками и пироги. Шведский стол понравится и любителям мяса, и тем, кто предпочитает рыбу или птицу, и вегетарианцам. И даже тем, кто тщательно следит за питанием и ест только диетические продукты. На улице возле печи всегда стоит повар. Утром он жарит омлеты, а днем и по вечерам мясо, рыбу и что-то еще. Видно, что готовит он с нуля, и всегда очень вкусно. Я отдыхала в разгар сезона. Отель был заполнен на 100%, но мне ни разу не пришлось стоять в очереди за едой. И официанты никогда не оставляли наш стол без внимания. Да и свободные места в ресторане были всегда. В какое время не придешь, точно сядешь. В зоне десертов у любого сладкоежки точно разбегутся глаза. Тут и восточные сладости, и традиционные турецкие торты, и европейские пирожные. Для тех, кто предпочитает что-то полегче, всегда есть пудинги и сухофрукты. Обратите внимание, что фрукты охлаждаются льдом.
Еще одна незаметная деталь, которая говорит о заботе. Напитки разносят официанты. Можно бесплатно заказать сок, газировку, фреш, алкоголь, чай, кофе или что-то еще. Ну а теперь отправляемся на пляж. Отель Commodore Elite стоит на первой линии. До моря можно дойти за пару минут. Отелю принадлежит собственный участок на пляже. Эта огороженная зона свободна от детей, поэтому тут всегда спокойно. Здесь есть все необходимое – лежаки, зонтики, полотенца, кабинки для переодевания, туалеты, души и прохладительные напитки. Отель стоит на моем любимом пляже в Сиде, Эвринсеке. Я его обожаю за то, что он широкий, с классным заходом в море, и водичка здесь всегда спокойная и голубая. Очень удобно, что прямо на пляже стоят холодильники. Можно взять напиток, не отходя далеко от лежака. Также по пляжу постоянно курсируют официанты с водой и пивом. У них можно попросить любой другой напиток из бара. А можно взять что-то самостоятельно и посидеть у столика под навесом и вентилятором. Еще официанты разносят охлажденные полотенца, чтобы гости могли освежиться в жару. В течение дня в баре предлагают фрукты и десерты. На пляже очень классная атмосфера, здесь так тихо и нет ощущения, что пляж заполнен и что там много людей в море со всех отелей. Здесь вообще тишина и очень хорошо. А еще здесь есть Wi-Fi, поэтому очень удобно, можно спокойненько себе сидеть в интернете, наслаждаться напитками, отдыхать. Супер! Море тут спокойное, без волн, вода прозрачная, заход пологий. А еще смотрите, какой здесь песочек, прям вообще мука. Пляжи Сиде точно вам понравятся, если вы любите гулять по берегу. Здесь очень комфортно идти вдоль кромки воды. Пляж отеля Commodore Elite отмечен голубым флагом. Эту престижную награду вручают за чистоту и обустроенную инфраструктуру. В обеденные часы на пляже можно полноценно поесть. Здесь готовят не фастфуд вроде бургеров с жирной картошкой, а действительно хорошую, вкусную еду. Выбор очень приятный. Мясо, птица, рыба, овощи в различных видах, гарниры, холодные закуски и соленья, соусы, фрукты – все есть. Вдоль курорта тянется променад с пальмами, фруктовыми деревьями, цветами и огромным числом ленивых турецких котиков. А по вечерам в Сиде можно увидеть ежиков. А теперь давайте прогуляемся по территории отеля. Она небольшая, но тут есть все, что нужно для отдыха. Бассейн здесь очень просторный, и посмотрите, как необычно, здесь есть даже плавучий бар. Официант курсирует по бассейну и предлагает коктейли. Если чего-то не оказалось, вы всегда можете попросить это у других официантов или прогуляться до основного бара. Он расположен прямо на выходе из бассейна. Анимация в отеле спокойная. Туристы могут посмотреть программу мероприятий заранее. За несколько минут до начала спортивных занятий или развлечений аниматоры делают объявления. Никого за руки не тащат, никому ничего не навязывают. В любое время вы можете заглянуть в игровую комнату. Тут настольный теннис, бильярд, дартс, настольный футбол и мини-библиотека. Все бесплатно. Крытый бассейн очень просторный и работает даже в летний сезон. Здесь царит освежающая прохлада. А рядом расположен спортзал с хорошим набором тренажеров. Здесь есть зоны с магазинами, продают сувениры, украшения, одежду, есть салон красоты и спа-зона. В спа-зоне можно менять пляжные полотенца каждый день бесплатно. Тут же можно сходить в хамам или спа.
или заказать дополнительные процедуры, массаж или спа-программу. Мне при заселении в отель даже подарили купон на пробный 15-минутный массаж. Днем тоже можно перекусить. В середине дня у бассейна пекут вафли, а с 10 до 18 часов работает кондитерская. Здесь варят хороший кофе и предлагают различные десерты. Тут же хороший выбор мороженого и печенья. И атмосфера очень приятная. Гости пятизвездочного отеля Commodore Elite могут пользоваться инфраструктурой соседнего отеля Monachius. Есть у них и совместная зона развлечений. Тут можно прокатиться на водных горках, позаниматься на уличных тренажерах, сыграть в мини-гольф. А еще можно научиться стрелять из лука или винтовки. Отправляемся на ужин. В отеле Commodore время от времени проводят тематические вечера, посвященные разным кухням мира. Мне повезло, я попала на турецкую ночь. Этот вечер был посвящен традиционной и праздничной еде в Турции. Но сразу скажу, что обычные ужины ничем не уступали по наполнению. Выбор еды был таким же большим, просто блюда были другими. Здесь есть все, чтобы познакомиться с турецкой кухней. Овощи и мясо, закуски и десерты, традиционные супы и выпечка. Но на шведском столе остались и европейские блюда и гарниры, для тех, кто привык питаться только привычной едой. Мне очень понравилась подача блюд в этом отеле. Не только в турецкую ночь, а вообще всегда. Шведский стол здесь услада для глаз. Вот в этой печи готовят традиционные турецкие лепешки и классическую европейскую пиццу. Все еще горяченькое, с пылу с жару. На ужине обязательно есть большой выбор овощей в разных видах, холодные закуски, соленья и салаты. Мне особенно запомнились пасты из овощей, фисташковая закуска и хумус. Все в форме сердец. Даже баклажаны и густая заправка из йогурта поданы очень необычно. Всегда есть копченая рыба, морепродукты, различные сорта оливок и сыры. Пармезан и чеддер подают в огромных головках. На улице по вечерам всегда жарят рыбу и мясо. На этот раз блюдами вечера были кебабы. Колбаски из мясного фарша, поджаренные на открытом огне, это Адана кебаб. Мясо на вертеле – данер, а баранина на лепешке под пикантным томатно-йогуртовым соусом – искендер кебаб. Отличный шанс попробовать легендарные блюда турецкой кухни. От выбора сладостей разбегаются глаза. Очень удобно, что все подписано, а состав обозначен. Тут традиционные европейские и восточные сладости, а также необычные турецкие угощения. Например, манная халва, кюнефе, различные виды баклавы, десерты из сухофруктов, рисовый пудинг сютлач, молочный рулет казантип и многое другое. Я осталась в восторге от шоколадного фонтана. А еще было приятно увидеть традиционное турецкое мороженое дандурму. Оно густое, тающее во рту, тягучее и невероятно сливочное. За ужином, как и в обед, предлагают большой выбор напитков. Приятно, что официанты быстро запоминают ваши предпочтения. В отеле хороший выбор как безалкогольных, так и алкогольных напитков. Вечером можно посидеть в баре с коктейлем или сходить на вечернее шоу. Коктейли тут готовят на европейский манер. Выбор большой. Вечерние шоу в отеле Commodore спокойные. Никаких глупых конкурсов и караоке. Вы просто сидите и наслаждаетесь программой.
Мне очень понравились турецкие танцы. Это ярко и красиво. Уже утро, я отлично выспалась, здесь не только классная кровать, но и идеальная шумоизоляция. Я не слышала ни музыки с улицы, ни шума соседей, вообще ничего. Это так редко бывает в отелях, я очень довольна. А сейчас идем на завтрак. На шведском столе в отеле Commodore Elite можно собрать любой завтрак. Классический с кашей или хлопьями, сытный с омлетами, мясными закусками и овощами, легкий с фруктами или йогуртами, сладкий с блинчиками, булочками, пончиками и десятками видов джема, турецкий с оливками, сырами и выпечкой. Мне особенно понравился мед в сотах и выбор сухофруктов. Тут все от изюма до сушеных киви и манго. И невероятное число булочек и мягкого хлеба с хрустящими корочками. В отеле для гостей бесплатно делают фреши и смузи. Помимо этого, официанты непрерывно разносят свежевыжатый апельсиновый сок, чай и кофе. Подливают еще до того, как вы успели попросить. Персонал тут вообще очень внимательный и заботливый. На шведском столе всегда огромный выбор солений, консервированных фруктов, цельных и дробленых орешек. Есть даже отдельные блюда для тех, кто следит за питанием, например, джемы без сахара, обезжиренные сыры и йогурты. Многие фрукты удобно порезаны и почищены. А еще радуют сыры. Тут больше 10 разных сортов. Колбасы тоже на любой вкус. В отеле Commodore Elite на все включено кормят 24/7. Даже если вы проголодаетесь рано утром, еще до завтрака, или уже после ужина, вы всегда можете пойти в бистро. В нем готовят под заказ по меню. Это тоже бесплатно. Также в отеле есть 2 ресторана а-ля карт – рыбный и средиземноморский. В Commodore вообще никогда не нужно думать о доплатах и каких-то бытовых мелочах. Тут можно просто отключить голову и наслаждаться отдыхом каждую минуту. Питанием останется доволен даже самый искушенный турист. О гостях тут очень заботятся и всегда стараются кормить разнообразно. Сегодня на завтраке пекут блинчики. Значит, завтра будут сырники или пончики. А может, все сразу. И так во всем. Вся еда, которую я здесь пробовала, была приготовлена очень вкусно. Еще мне понравился сервис. Пустые тарелки со стола убирали моментально и незаметно. Официанты всегда следили, чтобы на наших столах были напитки и идеальный порядок. У отеля Commodore только один минус. После него понимаешь, что тебе трудно поехать куда-то еще. Теперь я все буду сравнивать с ним. И многие 5-звездочные отели в Турции откровенно будут не дотягивать до своей звездности. В Commodore мне понравилось абсолютно все. От еды и сервиса до внимания к деталям. Здесь ты понимаешь, что о тебе постоянно заботятся. Это идеальное место, чтобы расслабиться, ни о чем не думать и просто отдыхать. Я обязательно вернусь в Commodore еще раз и очень советую побывать там вам. Поддержите меня лайком, если вам понравился этот отель. И обязательно подпишитесь на мой канал. У меня для вас еще много интересного.